Сегодня у нас на обзоре очень маленькая квартира, всего 52 квадратных метра. На этой площади мы разместили семью из 4 человек, и сегодня я вам покажу, как мы это сделали. Основная задача, которая перед нами стояла, нам нужно было сделать ремонт максимально, насколько это возможно, недорогим. Бюджет был очень ограниченный. Изначально сумма, в которую мы планировали вписаться, у нас составляла 1,5 миллиона рублей. Это со всеми видами работ. В общем, прихожая сейчас она шире, чем была раньше. Вот раньше граница стены проходила вот прям здесь, и когда вы попадали в прихожую, было очень тесно, темно и неуютно, так как из прихожей сразу туда вел длинный такой узкий коридор. Пройдя по ссылке в описании или где здесь появится у нас ссылка на видео, вы сможете посмотреть, как здесь было. В общем, мы заменили входную дверь, и когда я ее заказывал, я попросил, чтобы мне внутреннюю вот эту панель сделали просто ровную под окраску, загрунтованную прислали. Потому что, как правило, все производители дверей, они стремятся как-то удивить покупателя и делают различные какие-то фрезеровки, зеркала сюда ставят, еще что-то. У меня была задача сделать так, чтобы эта дверь не бросалась в глаза. И по моей задумке необходимо было слить ее в один цвет со стеной. Материал, которым вот это все облицовано, как вы думаете, что это? Плитка ПВХ, она здесь у нас идет единым контуром везде, по всей квартире, то есть мы сделали без порожков. Почему выбрали именно этот материал? Потому что он более износоустойчив, чем тот же самый ламинат, а мне с самого начала не хотелось делать какие-то разные напольные покрытия, потому что, как правило, в прихожей изначально делают керамогранит, либо там какие-то еще такие материалы. Я не хотел этого делать. Почему? Потому что помещение достаточно такое небольшое, и если бы мы дробили пол разными материалами, то помещение визуально казалось бы еще меньше. В большинстве своем, вот то, что я вижу образцы декоративной штукатурки, как бы не обижайтесь, но это вот выглядит реально как какая-то мазня. То есть ты платишь достаточно приличные деньги за материал, а потом пытаешься сэкономить на работах, на работе мастера, пытаешься нанять себе какую-то дешевую рабочую силу, иногда даже своих строителей просят нанести декоративную штукатурку. В итоге получается мазня. Поэтому вот если хотите, чтобы у вас был результат красивый, чтобы этим можно было любоваться, я рекомендую вам не экономить. А если не хотите искать мастера, а хотите вот по рекомендации, я вот рекомендую этого парня. Зовут Дима, ссылка на него будет внизу в описании. Собака здесь тоже постоянно отдыхает. Кстати, вот этот диван, это опять же таки, в силу того, что нам нужно было экономить средства, экономить бюджет, диван искали очень долго, подбирали, потому что все то, что, скажем так, дешевое, стоимостью до 30 тысяч рублей, оно выглядит, скажем так, не очень. Хотели сначала диван в Икее купить, но икеевские диваны, вот то ли эта коллекция как-то сейчас вот новая подкачала, потому что, раньше я помню, там были интересные какие-то модели, но сейчас вот до 30 тысяч рублей ничего интересного я там не нашел. В общем, ноги сбил, пока нашел этот диван, причем нашел его в Аквилоне, где-то там вот ходил-бродил в закутках в каких-то, обнаружил. Он мне понравился, то есть у него такая достаточно современная форма, вот эти вот внешние швы, которые здесь видите, это сейчас такое трендовое направление. И сам цвет мне тоже очень понравился, и я посчитал, что он очень хорошо будет сочетаться вот со всей цветовой гаммой, которая здесь у нас представлена. Коллекция это модули Besto называется. Прикол в том, что можно комбинировать и сочетать по-разному. То есть совсем не обязательно покупать так, как представлено в икеевских журналах или в магазине. То есть вы можете сами создать то, что хотите. Была такая идея, что сделаем стены, покрасим, а дальше как-то что-то расставим. Но в итоге все-таки творческая составляющая, она взяла верх над вот этой практической составляющей.
И как-то само по себе начинают в голову приходить какие-то идеи о том, как можно было бы сделать. И вот захотелось эту стену сделать тоже как-то интересно, акцентировать ее, потому что все-таки это у нас такая стена, на которую мы смотрим, которую видно из зоны прихожей, когда мы сюда попадаем. Вот пришла в голову такая идея оформить панелями. Выбрал просто фанеру 20-миллиметровую, эту фанеру напилил, пилил не сам, естественно, и в дальнейшем мы ее просто прикрутили на саморезы. Те места, где она прикручена на саморезы, они были зашпаклеваны специальным составом вот для таких работ, и все это сверху закрасилось. И если посмотреть под разными углами, то сохранилась фактура древесины, вот эта березового шпона, и она очень выгодно играет, создает такой определенный, дополняет, в общем, весь наш интерьер. Светильник этот делался на заказ по моим эскизам, по моей задумке. Делал тоже наш хороший друг Ваня, представляет компанию Хейма. Они занимаются металлическими различными конструкциями, изделиями. И этот стол, кстати, тоже сделал Иван. Стол дубовый, тонированный, на железном подстоле. Все это порошковая окраска. То есть, должно служить все очень долго, верой и правдой. Светильник икеевский, так же как и текстиль, который вы здесь видите, достаточно удачно вписался в интерьер. Эти стулья я тоже нашел в Аквилоне, какая-то небольшая компания, я уже даже не помню, как они называются. Каждый стул мне обошелся что-то в районе 2500 рублей. За моей спиной находится кухня. Несмотря на то, что по своей площади кухня очень, скажем так, маленькая, но тем не менее я постарался сделать так, чтобы на кухне именно работать, что-то готовить, в общем, находиться на кухне было очень комфортно. И для меня в первую очередь удобство кухни, оно состоит вот в чем. Это большие рабочие площади, большие столешницы. Я очень не люблю, когда столешница раздроблена на маленькие какие-то фрагменты. То есть у меня спокойно сюда помещается и большая сковорода. Даже для примера могу вам достать и показать, как все это выглядит. Большая сковорода, диаметр 30 сантиметров. То есть я ее могу преспокойно здесь разместить и что-то готовить. Да, во время процесса готовки какой-то жир, что-то оно сюда попадает. Но здесь мы использовали специальную краску для мокрых помещений. Тикурила, ремонти Аса, по-моему, как-то так называется. После того, как приготовили, можно вот все протереть просто тряпочкой, все убрать, и проблем с этим нет никаких. Кто-то скажет, если бы мы сделали ее здесь, тогда не надо было бы вытирать. Но мы бы не вытирали здесь, мы бы вытирали столешницу. Газовую колонку мы разместили в этом месте. Здесь есть встроенный дозатор. Штука очень удобная. Это же так круто, когда никакие бутылки вот здесь вот с фейри не болтаются у нас по столешнице. Этот дозатор фирмы Гроя был куплен вместе с этим смесителем по акции. За все вместе у меня вышло что-то, наверное, порядка 23 тысяч рублей. Значит, здесь у нас находится сушилка для посуды, а вот здесь мы храним продукты. Обычно сушилка ставится здесь, почему тут сделано таким образом? Все из-за этой газовой трубы. Деть мы ее никуда не могли. Поставить сушилку сюда, здесь оставался маленький фрагмент. В общем, хотелось это максимально закрыть, чтобы этого было не видно. Вот. Но, в общем-то, когда моешь посуду, сразу ставишь сюда, не так уж неудобно. И такой, кстати, небольшой еще лайфхак хочу вам рассказать. Если вы правша, точнее даже не вы, а тот, кто по большей степени занимается хозяйством по дому, ваша супруга, например. Если вы правша, то посудомоечную машину желательно ставить слева. Почему? Потому что работа происходит примерно следующим образом. Вот вы освобождаете тарелку и ставите ее. Если бы она находилась здесь, я освобождаю тарелку, и ставить надо было бы вот так. Согласитесь, не очень удобно.
Шкаф икеевский, достаточно бюджетный, с подсветкой, ну и камера не передает. Здесь висит ароматизатор воздуха, и когда открываешь шкаф, это, кстати, такой лайфхак, повесьте дома в свои шкафы, где у вас висит одежда, мешочки с саше. Каждый раз, когда вы будете открывать этот шкаф, будет приятный запах. И, это просто такая фишка, которая, очень прикольная. Ты открываешь и, вкусно пахнет. Лучше повесить себе саше, а не нафталин. То есть изначально здесь вообще не предполагалось, что будет именно такая композиция. По идее, у нас шкаф должен был быть дополнен еще шкафами здесь, и они должны были быть в подвешенном состоянии, под ними бы прятался робот-пылесос. Но потом в дальнейшем, когда сделали декоративную штукатурку, мне стало настолько жаль закрывать эту красоту, и в общем, я решил уйти от какой-то прагматичности и просто сделать красиво. Если, скажем так, при проектировании, при создании планировочного решения вы понимаете, что упираетесь в то, что полотенцесушитель у вас водяной, и он должен быть в этом месте, и это вам как-то мешает. Ребята, ничего страшного, если вы себе поставите электрический. Электроэнергии он потребляет минимум, но вы получаете возможность регулировки тепла, то есть если вам не нужно, чтобы он жарил во всю мощь, вы можете снизить, соответственно, расход электроэнергии тоже будет ниже. Ну и если говорить о подобных полотенцесушителях, я рекомендую сразу искать с прямым подключением. То есть есть такие, когда шнур, штепсельная вилка, вы втыкаете, здесь надо делать розетку. Здесь ничего этого нет, все подключается напрямую. По освещению в ванной комнате я сделал точечные светильники, вот такие вот бочонки. Сейчас я включу. И вы можете сразу увидеть, как поменялась обстановка. То есть вот этот свет, я его планировал именно для того, чтобы принимать душ, расслабляться, такой момент релаксации. Если вам нужно какое-то дизайнерское решение, вы не хотите что-то делать у себя стандартное, и хотите при всем при этом сэкономить, то, наверное, эталон – это, в общем-то, то, что нужно. Коллекция называется «Материя», он сделан под камень, я использовал здесь два цвета. Черный на этой стене как акцент и серый. Я не знаю, насколько на видео это будет заметно, но вот так видно. Изначально не планировалось, что там, в душевой кабине, я сейчас туда зайду, будет вот это место. То есть планировалось, что душевая кабина будет идти отсюда, и она должна была быть несколько уже. А здесь, в этом месте, вообще планировалось, что будет шкафчик с деревянными дверками. Но когда все это дело отстроили из гипсокартона, у меня родилась такая идея, почему бы не использовать получившуюся вот эту нишу для того, чтобы утопить в это пространство душевую нашу лейку. Таким образом, что мы получили? Мы получили здесь больше места. Душевая кабина стандартного размера 90 на 90 сантиметров. Но из-за того, что 15 сантиметров, даже, наверное, больше, здесь порядка 18 сантиметров, мы выиграли вот в этом месте и убрали сюда вот эту лейку нашу, здесь получилось места больше. Значит, здесь у нас располагаются полки. Мне изначально не нравилась та идея, чтобы пойти в магазин и купить обычные блестящие такие хромированные какие-то полки. Во-первых, это избито, они у всех, и хотелось, как-то дизайн, дополнить вот эту грубую фактуру керамогранита, то есть сделать что-то такое интересное. И вот пришла в голову такая идея сделать такие полки. Могут быть совершенно разного размера, поэтому если кому интересно, если кто хочет себе установить такие же, пишите в комментариях, пишите в инстаграме, в директ, сколько нужно, какого размера, мы вам посчитаем. То есть здесь используется перфорированное железо, то есть такое с дырочками. Это позволяет влаге здесь не скапливаться, то есть об этом можно не беспокоиться, она протекает, все держится. В дальнейшем планирую сделать серию таких полочек со светодиодной подсветкой. Естественно, их использовать не в самой душевой кабине, а
где-то, где раковина, например, или еще где-то в санузле. Напольное покрытие здесь точно такое же, как и во всей остальной квартире. Это кварц-виниловая плитка. Она бывает двух видов. Бывает клеевая, а бывает замковая, как ламинат. Я выбрал клеевую. Почему? Потому что клей специально, он когда высыхает, он абсолютно не боится никакой влаги. И если вы какую-то воду, что-то проливаете, ну, вообще абсолютно пофиг, то есть ничего не будет. И чего мы этим добились? У нас здесь вообще нет никаких порошков, никаких переходов с керамики на ламинат. И плюс удачно, ну это уже в плане дизайна, удалось завязать фактуру вот этого мебельного гарнитура, этой мебели с полом дерева, камень, ну то есть трендовые нынче такие модные сочетания. А вот еще какой момент. Так как мы увеличили... То есть здесь, вот в этом месте, раньше, вот здесь проходил коридор, который вел на кухню. То есть там, да, была стена, здесь был коридор. Мы увеличили площадь ванной комнаты. И в комментариях различных также мне писали о том, что такую планировку никогда не согласуют. Нельзя увеличивать санузел. Но, во-первых, это первый этаж. То есть здесь с согласованием увеличения мокрой зоны все гораздо и гораздо проще обстоит. Это во-первых. Во-вторых, что тоже немаловажно, можно увеличивать площадь ванной комнаты или кухни за счет нежилых зон квартиры, то есть за счет таких зон, как коридор. Это прописано в законодательстве, то есть на законодательном уровне это сделать можно. Значит, сейчас я вам покажу детскую комнату. Не охайте, не ахайте и не кричите, что на детях сэкономили. В общем-то, так и есть. Значит, в детской комнате просто сделали ремонт. Значит, она изначально была такая достаточно узкая, то есть такое помещение вагонного типа. И придумать здесь что-то с расстановкой мебели, ну, в общем-то, достаточно сложно. Значит, что? Кровать сэкономили, оставили старую, ту, которая была. Поставили детям шкаф. Здесь у них хранится вся их одежда. Дальше здесь у детей рабочие места находятся, какие-то их вещи личные. В общем, детская комната. Здесь никакого дизайна нет, здесь просто сделали ремонт. Ну и, соответственно, сейчас я вам покажу спальню. Шкафы разделены таким образом, что этот шкаф для него, тот шкаф для нее. То есть и у мужчины, и у женщины свои отдельные шкафы для хранения одежды. То есть никто не спорит за место под солнцем, ты занял мое, там ты занял не мое. Здесь у нас располагается туалетный столик, то есть здесь хранится вся косметика, крема какие-то, еще что-то. В силу того, что это первый этаж, окна приходится, ну, по большей части держать всегда занавешенными, потому что с улицы все просматривается, ну, а как бы не очень бы хотелось, чтобы кто-то, да, нарушал интимную, ну, личную жизнь, да, скажем так, вторгался в личную жизнь. Вот. Такой момент хочу обратить ваше внимание на то, что в силу того, что комната достаточно компактная, то есть маленькая, и нужно было как-то отвлечь внимание человека от размеров этой комнаты, я сделал такой прием. Этот прием достаточно распространен в интерьерах, особенно в классических каких-то интерьерах, когда используются картины в черных рамах, в черном обрамлении с паспорту. То есть здесь как раз эти фотографии, они заставляют наш взгляд устремляться туда вдаль, за горизонт. Тем самым мы отвлекаем наше внимание от размеров этой комнаты. Если вам интересно, сколько здесь денег было на все про все потрачено, пишите в комментариях об этом. Если я увижу, что вызывает у вас это какой-то интерес, я сниму тогда видео, где я подробно расскажу о том, сколько денег мы потратили на демонтаж, на монтаж, на вывоз мусора, на отделочные материалы, на черновые материалы. В общем, узнаете, сколько денег было потрачено на все про все.